Всем привет, это Александр из команды Вниш. Мы продолжаем серию обучающих роликов, с помощью которых вы сможете полностью овладеть нашей новой прошивкой 2.0.3. Поехали! Перед нами S17, мы прошили его на 2.0.3. Первым делом, что мы делаем? Здесь, как обычно, пулы воркеры, это понятно. Идем в Mining Profiles и выбираем нужный нам профиль. В данном случае это профиль 55 терахэш. Этот ASIC 50 терахэшовый. 53 терахэша, извиняюсь. Далее выставляем проверку доменов каждый час. Можем поставить 3 часа, можем 6, кому как удобнее. Хешрейт для перезагрузки примерно на 20% ниже нашего желаемого хешрейта. Температура отключения лезвий 85 градусов. Это по умолчанию. Температура поддержания лезвий 75 градусов. Далее включение, регулировка скорости вентилятора вручную. Если у вас на цоде нет перегрева, советую вообще не пользоваться этой функцией, потому что она убьет вентиляторы больше. Далее здесь тихий старт вентиляторов. Рекомендуем в холодное время года, не рекомендуем летом. Дальше переключение на иммерсионный режим. ASIC Boost, понятно, включаем. Disable Unbalanced Restart. Отключение функции рестарта при разбалансировке доменов. У кого хреновые домены, они выпадают пачками иногда. ASIC каждый раз ребутится. Если вы хотите плюнуть на это дело, чтобы он работал как есть и не мучил себя, то мы активируем эту функцию. Далее Disable Voltage Check, то же самое для тех, кто страдает низким напряжением в сети. Лучше эту функцию тоже активировать. И Chip Warming Disable, отмена прогрева чипов в теплое время года, тоже эту функцию лучше активировать, чтобы чипы не прогревались. И следующее, Disable Chain Break Protection, тоже лучше эту функцию включить. В принципе, эти все функции включаются для минимизирования проблем. Кнопка Reset Profile служит для того, что если вы хотите уже заполненный автопрофиль сбросить, например, он некачественно оттюнился, вы хотите его сбросить, выставить автопрофиль, который вам нужен, и нажать на Save. Очень важная вещь в этой прошивке, это вот мы здесь видим. Здесь реализована защита процессора на аппаратном уровне. То есть он закрыт для попадания таких вирусов, как Unbuild и его аналоги. То есть эта защита перманентная. Что бы вы с ASIC не делали, при установке этой прошивки вы ставите ему 100% защиту от вирусов. Я надеюсь, что в будущем это так и будет. Вот. Очень интересный раздел — это автосвитчер. Если у нас температуры не одинаковые в ночное и в летнее, и в дневное время суток, если есть большая разница, то у нас есть возможность, когда на цоде попрохладнее, дать ASIC больше разгона. Здесь мы выставляем максимальный разгон, до которого мы желаем найти, при условии, что температура вентилятора, температура чипов будет не более чем 83 градусов. И я советую ставить именно эту цифру, потому что автопрофиль будет переключаться при 84, не доходя до 85, и тем самым ASIC не будет вырублен из-за перегрева. Далее, при достижении вентиляторами 100%, но опять-таки ASIC будет ориентироваться на температуру. Автопрофиль с переключением вверх, то есть на следующий режим вверх, будет срабатывать при температуре ниже 75, но это невозможно, потому что у нас температура поддержания 75. Поэтому мы здесь просто выставляем 75, а вот вентиляторы ставим на 80. То есть если вентиляторы крутят не на полную катушку, почему бы нам не подбавить ему разгона? При условии, что при 83
Если чипы достигнут 83 градусов, у нас автопрофиль понизится назад. Для того, чтобы все это задействовать, нужно активировать первое положение. Второй значок активируется для того, чтобы если автотюн закончился неудачно, ну, например, чипы не тянут желаемую частоту при конкретном напряжении, чтобы ASIC попробовал оттюнить его на один шаг ниже. Если у него не получится на один шаг ниже, то на 2 шага ниже и так далее. Если у вас проблемные ASIC, я бы не советовал эту функцию включать, потому что оно вам настроит на профиль, который вы совсем не хотите видеть. Вот, в принципе, что делать, если автотюн не заканчивается? Такое тоже бывает из-за того, что выпадают целые домены, и они практически вот здесь чипы на нулях, и он их занижает бесконечно, и все равно они на нулях. Это говорит о том, что, скорее всего, чипам не хватает напряжения. Поэтому в таком случае мы отключаем автопрофиль. Я не буду это делать, потому что ASIC тюнится. Мы его отключаем, нажимаем на Pre-Save и идем в Chain Frequency Settings, то есть вручную регулировку хэш-плат. И мы здесь увидим следующее. Мы здесь увидим те частоты, только они будут активированы. Сейчас они не активны, потому что работает автопрофиль. В случае, если вы отключаете автопрофиль, нажимаете на Pre-Save и идете в ручную регулировку хэш-плат, у вас эти значения будут активны. Частоты вы оставляете как есть и повышаете напряжение на 2 шага. То есть, если здесь 17.5, делаете 17.7. Нажимаете на Save и даете ASIC попробовать в ручном режиме с этими частотами подняться при напряжении на 2 шага больше. Можно и на 1 поднимать, но это будет очень долго. Если по-прежнему эти домены будут красными, которые не смогли подняться при автопрофиле, то мы повышаем напряжение еще на 2, то есть не 17.7, а 17.9, например. Кстати, на стоковой прошивке по умолчанию напряжение 19.5, чтобы вы поняли, поэтому нам есть куда идти наверх, пока мы не устаканим наши домены, они все поднимутся. Это для проблемных асиков. Если у вас хорошие асики, это не понадобится. Далее, что у нас еще интересного в этой прошивке? Security, как обычно, отвечает за порт SSH, и он здесь по умолчанию закрыт. В Administration мы меняем пароли. В Network конфигурация сети, DHCP или статический IP. Здесь это для тех, кто хочет заморочиться, как это было на S9, оттюнить все чипы в ручном режиме. Здесь это можно сделать. Отель Fee. Это для майнинг-отелей, которые хотят себе за обслуживание асика назначить собственный фи. Этот фи отображается в майнер статусе. Сейчас я вам покажу. Для того, чтобы хозяин асика мог всегда узнать, насколько честен с ним его майнинг-отель. Далее, очень интересная вещь, это конфиг мультиплеер. Это клонировщик настроек, и я вам сейчас подробно о нем объясню. Во-первых, что мы можем в нем делать? Мы можем в нем массово закрыть или открыть порты SSH на всю локальную сеть. То есть здесь мы первый IP ставим, здесь последний, здесь пароль, номер порта по умолчанию 22. Можем всем открыть, можем всем закрыть. Точно так же мы массово можем сменить пароль. Точно так же мы можем выбрать в определенном диапазоне и включить на асике мигание светодиодов для того, чтобы его найти. Мы можем послать, опять-таки, выбранный диапазон асиков спать. То есть они не будут майнить, соответственно, не будут жрать электричество. Это для каких-то экстренных отключений. Особенно для тех, кто сидит на блатной розетке. Вот. Но самое интересное, это, конечно, клонировщик настроек. И сейчас я подробно о нем объясню. В клонировщике отображены все те
конфиги, которые вы задали в данном конкретном асике. Для того, чтобы расклонировать их на все асики в сети, и, например, чтобы при этом у вас все асики не получились под одним именем воркера, под одним воркером на пуле, я советую воспользоваться вот этой функцией worker плюс IP. То есть если мы сейчас сюда нажмем, у нас появится такая штука. Здесь мы вставляем имя воркера на пуле. Ну, оставим, например, worker. Допустим, у меня на пуле аккаунт называется worker. Здесь то же самое. И здесь то же самое. Все три пула. Далее мы проверяем настройки, которые у нас настроены на асике. Все ли верно. Некоторые из них мы можем отменить. Например, сейчас я найду эту штуку. Ну, на выбор мы можем отменить любую из настроек, то есть не сохранять их. Вот это вот я прям хочу, чтобы вы запомнили. Это очень полезная вещь, чтобы у вас все асики не сбивались в один воркер, и потом вам не надо было их вставлять вручную. То есть на все три пула мы делаем вот так. Здесь, ну, допустим, у меня там в ниш 1, например, у меня воркер на пуле. И здесь по адресу асика будет его номер. То есть, грубо говоря, 192, 168, 88, 197 вот здесь будет потом. Следующий асик за ним будет 198, потом 199. Вот видите, как это здесь сделано? 88, 201. Это как раз вот с помощью конфигуратора. Когда мы все настроили, мы нажимаем на Apply и даем асику, и даем конфигу имя. Например, 1, 2, 3. Запомнили его. Теперь мы идем во вкладку Upload. И здесь вбиваем первый асик в сети, например, 192, 168, 88, например, 1 это у нас первый, а 192, 168, 88, там, например, 100 это последний. Здесь пароль, здесь выбираем имя конфига и нажимаем на кнопку Apply. У вас здесь появится бегущая строка. Каждый асик, который будет этот конфиг принимать, будет здесь отображаться. В итоге вы получите асики все настроенные вот по этой конфигурации. Но у каждого будет прописан воркер на повышение, то есть в соответствии с IP этого асика. 88.201, следующий 88.202 и так далее. Надеюсь, что я объяснил понятно. Здесь мы выбираем регион комиссионных команде в ниш, но, как правило, на авто он прекрасно работает. Что еще я забыл объяснить? По-моему, все. Вот, единственное, я могу сказать, что когда автотюн закончится, здесь это будет отображено. Здесь появится надпись Автотюн Finish Successfully. И если у вас не активирован профиль на повышение по температуре, соответственно, у вас асик будет находиться в таком положении всегда. Если температура позволяет, а вентиляторы крутятся не больше 80%, и температура чипов не достигает до 83 асиков, то асик будет дальше тюниться к следующему профилю. Каждый оттюненный профиль он запоминает. То есть потом у вас здесь, видите, стоит tuned, 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 tuned. То есть он не будет тюниться заново, он просто будет мгновенно перескакивать с профиля на профиль в соответствии с температурой окружающей среды и температурой асика. Если есть вопросы какие-то, задавайте под видео и пишите в чат поддержки. Надеюсь, что я был максимально разжеван. Всем удачного профита!